Добро пожаловать, с вами Ольга. Сегодня по многочисленным просьбам повторяю мастер-класс по пошиву сумки «Узелок». Буду более подробно показывать построение выкройки. Размеры выкройки будут такие же, как и в предыдущем видео. Отличие в том, что шить буду из джинсы и на внутренних деталях сумки будет обтачка. Ссылку на прошлое видео по пошиву аналогичной сумки вы найдете в описании. А также хочу сказать, что в дальнейшем планирую сшить похожую сумку, но более больших размеров, которая будет носиться не на запястье, а на плече. Если вам интересна эта тема и вообще интересен мой канал, предлагаю подписаться и нажать на колокольчик. Ну а данная компактная сумочка в ширину 23 сантиметра, высотой 18 сантиметров, по дну 9 сантиметров, здесь высота 33 сантиметра, ну а здесь 27 сантиметров. Ну, давайте приступим к построению выкройки. Я буду строить выкройку на обоях, на обрезках от рулона. Итак, я начертила прямоугольник высотой 34 сантиметра и шириной 25 сантиметров. Далее от верхней линии вниз отмерила 14 сантиметров и провожу горизонтальную линию. Затем по двум горизонтальным линиям к центру отмерила по 2 сантиметра. И от полученных точек отмеряю еще по 6 сантиметров. Соединяю метки вертикальными линиями. Теперь ширину всего прямоугольника делю пополам и провожу вертикальную линию. Вот в этих местах скругляю. Так, теперь отмеряю 16 сантиметров и от полученной точки скругляю углы. Теперь вырежу полученную выкройку. Осталось немножко доработать. Одну из ручек укорочу на 6 сантиметров. Для донышка вырезала полоску высотой 10 сантиметров. Складываю ее пополам. И располагать буду сгибом вверх. Затем обвожу места закруглений. Ставлю метки. И срезаю лишнее.
Теперь я взяла остатки от джинсовых штанов. Здесь имеется шов, и я его буду совмещать с центральной линией. А также подыщу местечко для донышка, чтобы на ткани не было шва. В итоге я выкроила 2 детали сумки и 1 деталь донышка. Отмерила вспомогательные метки. Далее на выкройке вот здесь отмеряю по 3 сантиметра и провожу горизонтальную линию. По полученной линии разрезаю выкройку и получаю 2 детали, одна из которых верхняя, это обтачка, которую буду выкраивать из той же ткани, что из основные детали. Вторая нижняя деталь, это собственно подкладка сумки. Вот примеряю выкройку, она у меня проходит, разрезаю сгиб. И в месте, где мы разрезали выкройку, здесь буду прибавлять на шов. Я буду прибавлять 0,5, потому что буду строчить далее на ширину лапки. Вот обтачка выкроена. Далее буду выкраивать саму подкладку. Здесь тоже отмеряю по 0,5 сантиметров, припуск на шов. А далее обвожу выкройку. На ткань переношу метки и вырезаю. Там, где метки, я надсекаю. Из той же ткани выкраиваю донышко. Сложив пополам, делаю тоже надсечки. Вот теперь детали обтачек и детали подклада я прострочу, сострочу между собой. Вот я их сострочила и сделала по подкладочной ткани отделочную строчку. На одну из деталей накладываю деталь донышка. И от надсечек, которые располагаются посередине детали, от метки до метки я прострочу на ширину лапки. Вот, прострочила. Теперь эту деталь накладываю на первую. Вот на этой верхней детали сделаю надсечки, чтобы было удобней сострачивать далее. Вот, теперь соединяем, сострачиваем боковые и нижние срезы. Вот так сострочу, а также сострочу ручки. Ну вот, внутренняя часть сумки уже готова.
Я ее выверну. На основные детали я настрочила вот эту этикетку от тех же джинсов, нашивочку. Ну а далее будем сострачивать их аналогичным способом, так же как и внутренние детали. Здесь ставлю вспомогательные метки. Также деталь донышка на одну из деталей сумки накладываю и сострачиваю от метки до метки на ширину лапки. Вот. Сразу надсекаю близко к строчке и накладываю деталь на другую. Вот, совмещаю срезы и буду сострачивать. А также сострочу ручки. Ну вот, внутренняя и внешняя часть сумки готовы. Теперь совмещаю лицом к лицу внутреннюю и основную часть. Совмещаю швы и буду их сострачивать по центральному входу в сумку. Шить буду на ширину лапки. Вот, прострочила. Теперь в местах закруглений буду делать надсечки. Вот так. И здесь делаю надсечки, и здесь. Вот, все надсекла. Теперь выворачиваю. Вот, вывернув сумочку, вкладываю вовнутрь обратно подклад. И здесь теперь по простроченной линии делаю вот такой небольшой перекант и прострочу отделочную строчку на ширину лапки. Вот так у меня получилось. Теперь будем обрабатывать вторую сторону ручки. В местах закруглений делаю надсечки примерно 0,5 по 0,5 надсечечки. Надсечки делаю только на основных деталях. На обтачке пока что не делаю. Вот так. Вот на обтачке не делала надсечки. Теперь эту основную деталь буду подворачивать по сантиметру и прострочу на ширину лапки. Здесь также сделаю надсечки и прострочу. Вот так должно получиться. Теперь, собственно, обтачка. Здесь буду делать надсечки, но надсечки будут более глубокие, чем на основных деталях. Вот видите, они заходят на основную деталь примерно на 0,1-0,2. Пальцами нащупываю, где сгиб основных деталей, и делаю такой глубины надсечки, которая необходима. Далее буду обтачку подворачивать и пришивать к основной детали потайными ручными стежками.
Ну вот, с изнаночной стороны, с внутренней, она выглядит очень даже аккуратно и красиво. Здесь даже можно по желанию сделать внутренний кармашек. На мой взгляд, получилась очень красивая, необычная сумочка. В то же время она очень простая в пошиве. Желаю вам всего хорошего, мира, добра и здоровья. Ну а я буду с вами прощаться. До скорых встреч. Всем пока-пока.